Это село Кинсу, Нарынская область Кыргызстана. Благо цивилизации обходили стороной небольшое поселение в ущелье Тяньшанских гор все 30 лет независимости республики. Комфортные бытовые условия тут появляются с большим опозданием. Да, здесь вот точно так же все было и в прошлом году осенью. Незаконченная траншея для отвода обильных осадков – один из примеров. Гораздо дольше местные жители ждут, когда к ним в дома проведут воду. А свет тут появился только в этом году. Прежде ни одно поколение успело вырасти при свечах. О, получается, в этом доме никогда не было света, соответственно, холодильника никогда не было, да? В прошлом году Руслан Богатырев заезжал в Кинсу как фотограф. Этим летом привез людям кинотеатр. Я уже 2 года нахожусь просто в нескончаемом путешествии. Вот я как еду, так и еду. Оно просто не прекращается. Спасибо большое вам за гостеприимство. Меня зовут Руслан. Я блогер из Санкт-Петербурга. Я для чего-то здесь нахожусь. Не просто так вот пришел, пофоткал горы и ушел. А что есть какой-то от меня смысл, что я приношу пользу людям. Руслан приехал в Кыргызстан 2 года назад. Постоянного места жительства у него нет. Он все время в пути. Этим летом ездит по стране и показывает чабанам и их семьям кыргызские фильмы на большом экране. Большой экран первый раз будет. Вообще, дети впервые будут что-то смотреть на большом экране. Люди наслаждаются просмотром. Руслан – портретной и пейзажной съемкой. Я бы так просто шел бы туда. А жители Кинсу, несмотря на множество трудностей, уезжать из родных мест и не думают. Особенно теперь, когда в селе появился свет. Температура воды в горной реке не более 13 градусов. Там, где детвора выстроила плотину, немного теплее. У сооружения двойное предназначение, чтобы не унесло течением и чтобы была небольшая глубина для купания. Настоящих бассейнов в округе нет. У ребят постарше времени на летние развлечения меньше. В августе начинается сезон покоса. Вместе со взрослыми они отправляются высоко в горы на несколько дней. Кажется, они не хотят оставаться там на ночевку, хотят вернуться обратно. Не нужно тратить энергию на обратную дорогу, останьтесь на ночь. Джумгалбек Омурканов живет в Кинсу всю жизнь. Дом достался ему в наследство от дедушки. Вместе с сыновьями и супругой в прошлом году они начали большую стройку. Это кухня. Будем пить чай тут. Здесь будет душ. А тут спальня детская. Пока не так много денег ушло на это, а вот для его завершения, наверное, придется сильно потратиться. Дом большой. Пока удавалось экономить благодаря нехитрой технологии. Дом построен из самодельных глиняных кирпичей, плюс все работы семья вела самостоятельно. 2 года ушло уже на стройку. В позапрошлом году залили фундамент, в прошлом году стены поставили, в этом году будут штукатурить. Как закончат косить траву, возьмутся за это. Пока мужчины заняты, Турсункуль оборудовала одну из комнат для высушивания мяса на зиму. Опять же нехитрая система, позволяющая сохранить освежеванную тушу животного очень долго. Так делали раньше кочевники за неимением холодильников. С помощью таких приспособлений мы сушим мясо, зимнее мясо называем. Режем одного или нескольких баранов, корову или лошадь. И вот тут подвешиваем для просушки. Я думала, это что-то декоративное, сюда какие-то украшения. Когда гости приходят, можно быстренько подать, долго держится в свежем виде.
Скотина семьи Омуркановых, 50 голов, сейчас на летних пастбищах, вернется в загоны осенью. Это будет как раз время забоя самых упитанных животных. Большая часть мяса уйдет на продажу, остальное для себя. Сколько скотины оставить, зависит от запасов сена. Маленькие заготовки корма могут привести к нехорошим последствиям, поэтому летом фермеры трудятся, не покладая рук. Далеко надо ехать. Добираемся на лошади туда. У нас техники нет, всю траву косим вручную. Техника только до сюда доезжает. Дальше дороги нет. Скошенную траву собираем и оставляем там. Зимой на лошадях привозим. Летом только и делаем, что работаем. Все это вручную. Весной вспашка конным плугом. Летом косим траву, потом этим кормим скот. До 45 лет в доме у Джумгалбека света не было. Также жили его родители, деды и прадеды. Огонь разжигали. Зимой топили печь. Жгли дрова, уголь, навоз. Чтобы позвонить, приходилось подниматься на возвышенность, чтобы поймать связь. Пользовались солнечными батареями. Этого хватало на пару лампочек и подзарядить телефон. Но век цифровизации, когда все вокруг сидят в соцсетях и общаются по видеосвязи, все-таки пробудил и в жителях Кинсу желание жить в таких же условиях. В прошлом году они обратились к президенту страны с просьбой провести им, наконец, свет. Я не верил, что появится. Поверил только, когда в прошлом году осенью установили. Сейчас намного лучше, чем раньше. Сейчас топим меньше. Чаще подключаемся к электричеству, чтобы сварить чай и готовить. Когда появился свет, первым делом купили плитку Тефаль. Сейчас потихоньку покупаем больше вещей, которые без электричества не работали бы. С середины лета у Руслана начался необычный в его жизни проект под названием «Ура! Кино». На своей машине, настоящем доме на колесах, он путешествует по самым отдаленным уголкам Кыргызстана и дает людям возможность отдохнуть от тяжелой работы в полях. Я так думаю, что мне, скорее всего, захочется куда-то вылезти наверх, куда повыше. Вы пойдете вообще? Есть такой у вас план, да? Там пойдем туда, потихоньку туда, и там куда придем, там. Приезжая на новую точку, первым делом он ищет самые высокие места в окрестности, забирается на них и делает оттуда снимки. Вообще я стараюсь останавливаться в каком-то месте не один день, а здесь мы будем только один день, это так необычно достаточно, а несколько дней чаще всего. Ну, когда я приезжаю в тот же день, вряд ли я что-то еще показываю, то есть просто заселяюсь, гуляю, фотографирую, иду вверх куда-то в горы, мне очень нравится ходить вверх. Это вообще единственный вид такой физической активности, который мне не надоедает, потому что вот, там всякие залы спортивные я бросал всегда. И там йогу иногда приходится заставлять себя просто, чтобы вот сделать. А в гору почему-то вот могу бесконечно идти и целый день иду, и мне нравится вверх, вверх, вверх. Потом вниз даже не хочется спускаться, я бы еще вверх бы обратно возвращался. Если Руслан кого-то встречает на пути, обязательно приглашает на вечерний киносеанс. 8 часов 15 минут начнем. У нас кыргызские современные фильмы хорошие, новые. Сначала мультфильмы для детей. И мы уже в чат написали, в группу вашу, вы, может быть, видели такое сообщение. Хотим всех пригласить. У вас, наверное, кто-то еще есть же дома, да? Можете позвать тоже там, чтобы они пришли. Ну, не сейчас, а вообще на показ. 8:15. В прошлом году Руслан был проездом в Кинсу. Тогда тут еще не было света, поэтому, когда запустил проект, решил, что это будет обязательная точка показа. Но когда приехал в Кинсу удивить людей, приятно удивился сам. В домах местных жителей лампочки наконец зажглись. Мне 44, большую часть жизни я прожил в Питере.
Но у меня была такая тяга еще с детства. Я помню, что когда я был маленький, я все время думал о том, что как странно, что люди хотят возвращаться домой все время в одно и то же место. Что это как-то удивительно вообще. Почему им хочется этого? Почему они хотят вот туда же приходить изо дня в день, из года в год? Сейчас я уже 2 года нахожусь просто в нескончаемом путешествии. Вот я как еду, так и еду. Оно просто не прекращается. Я останавливаюсь где-то там на 3-5 дней и еду дальше. А до этого я жил, в принципе, дома, конечно, как все нормальные люди живут. До того, как переехал, я занимался тем, что преподавал в фотошколе своей собственной, которую открыл в 2007 году. Вот. Ну и сейчас до сих пор фотошкола тоже работает. И я так удаленно руковожу отсюда. Но уже сам преподаю только онлайн. С началом войны в Украине Руслан свой отъезд прямо не связывает, но и не отрицает, что это стало толчком к осуществлению детской мечты. Его принцип по жизни – не важно, где ты находишься, важно, что ты делаешь. Поэтому, приехав в Кыргызстан, он начал думать, чем может быть полезен. Приехал в Чолпонату на Иссык-Куль, это октябрь был как раз, когда я приехал. И такое красивое время, золотая осень, я же пейзажист, вот, и мне нравится снимать. И я попал в место, где очень много красоты. Это и Иссык-Куль сам, конечно же, в первую очередь. Там и пляжи, и там берега очень красивые, и горы, которые видны с берега. Но я стал ходить очень много по окрестным горам. Все ущелья там постепенно обошел. Я влюбился вот в эту природу, потому что так компактно, столько много разнообразия я еще нигде не видел, вот, где бы я до этого не путешествовал, чтобы вот на такой маленькой территории столько разной природной красоты было. Можно за буквально час-два сменить просто вот, диаметрально противоположные какие-то как будто страны такие, что тут и пустыня может быть, и какие-то альпийские луга, и лес, и озера, и все это там на 40 километрах дороги находится. Сначала я прочитал у Чингиза Айтматова вот, «Солдатенок», повесть. Там есть эта сцена, где, то есть вообще вся повесть об этом, как приезжает кино на Джайло. И мне показалось, что это вообще очень интересный такой опыт, что вот люди, когда где-то трудятся летом, вот они в заботах, в каких-то хлопотах таких, и кто-то вот о них подумал и прислал им такое вот, может быть, развлечение, но может быть это не только развлечение, может это что-то большее тоже для кого-то будет. А потом вот известный бизнесмен и такой меценат Тулен Тучубаев рассказал мне о своем проекте. Он назывался «Ура, к нам приехало кино». Примерно 20 лет назад они ездили с группой энтузиастов по Кыргызстану, показывали фильмы вот точно так же. И он мне рассказал об этом, когда я понял, что это абсолютно мне подходит. То есть вот просто отвечает всем моим запросам. Все необходимое оборудование собирали, что называется, с миру по нитке. Идея понравилась нескольким кыргызским предпринимателям, и они помогли Руслану снарядить кочевой кинотеатр. Купили проектор, экран и звуковую систему. Этот экран наш, который можно быстро разложить и быстро сложить, это просто чудо какое-то. Я каждый раз так радуюсь, что он у нас есть. Вот это тоже такая, мне кажется, вот в Кыргызстане этого больше, что вот вот Джапар пришел, просто он позвонил и сказал, давайте вот я вам это дам. И он не просил ничего взамен. Потом точно так же один из подписчиков подарил нам аккумулятор, благодаря которому мы можем теперь ездить везде, просто где угодно, там, на пастбище показывать. Это такой, дорогая аппаратура, там почти $1000 стоит, да, и вот он просто тоже так же написал, давайте вот я вам это дам для вашего проекта, да, и с кинотеатром. Это не удивило, это от этого становится очень тепло. Я уже к этому привык здесь, потому что это происходит так, что люди поддерживают других людей, очень много принимают участие, да, в жизни других людей, заботятся друг о друге, да, и как-то тепло друг к другу относятся. Это здорово. Поселок Кинсу совсем небольшой, по горному ущелью разбросано около 25 домов, поэтому новость о приезде кочевого кинотеатра разлеталась быстро. Такое впервые к нам привозят. Народу было очень интересно посмотреть кино на большом экране. Большинство не ходит в театры, они далеко от нас. А здесь то, что они увидят, и взрослым, и детям понравится.
Большой экран первый раз. Вообще наши дети впервые будут что-то смотреть на большом экране сегодня. Ушел жылы, чон экранда, ачик осман алдында. В этом году мы показываем кино под открытым небом. Я кыргызский еще не знаю очень хорошо, но я в процессе его изучения. По-русски вам скажу еще, что фильм, который сейчас я вам планирую поставить, это новое кино с Эль Джураевым. Очень классный фильм о семейных ценностях, называется «Тенер Берди». Мы с вами вместе его сейчас посмотрим. Час 15 идет кино. Я хотел бы пригласить вас к просмотру. Вот, и желаю вам эмоций приятных. Собрать все самые лучшие фильмы кыргызских режиссеров тоже не составило труда. У Руслана на жестком диске сейчас сотни лент отечественного производства. Даже есть картина, номинированная в этом году на «Оскар». «Рай под ногами матери» Руслана Акуна. Кыргызский режиссер таким образом тоже захотел поддержать передвижной кинотеатр. Ты видишь там, что людям это действительно надо. Вот вчера вот тоже вот дети сразу вот наблюдая, после кино начали там обсуждать, типа, ох, вот так, оказывается. И вот один маленький мальчик говорит, я бы хотела бы знать, почему мама бросила этого ребенка. И вот спасибо вот этим вот дедушке, бабушке, вот сразу вот начинают, что они вот воспитали, там, приютили мальчика. Ребенок задумывается. И он сказал, вот, я хотела бы увидеть маму, почему она так поступила с ребенком. В свои кинопутешествия Руслан всегда приглашает компаньонов. В этот раз им стала Айчурек. Я вообще выпускница Академии туризма и очень люблю горы прямо с детства. И в Инстаграме я подписана на много таких путешественников, да. И была у меня мечта вот купить там дом на колесах и ехать вот так вот. И так получилось, что я подписалась на Руслана вот, и вот так следила и прочитала как-то вот ищу компаньонов, типа вот «Ура, кино» там. И вот решилась, как раз у меня было время. Девушка помогает фотографу общаться с местными жителями и делит вместе с ним расходы на бензин. Проект «Ура, кино» с самого начала объявил о сборе донатов, но копилка практически пуста. Поэтому Руслан с компаньонами покрывает все расходы самостоятельно. Там холодильник есть у вас? Да, все есть. Молодец. Но я с детства любила дикий туризм. Да, приспосабливаюсь. Это мой первый опыт. Ну, понимаю, что очень, оказывается, трудно. Да? А что самое трудное? Самое трудное – это душ. Без душа вот очень трудно. Не везде найдешь. Вот все, готова яичница. Когда есть где можно переночевать бесплатно, они заселяются в предоставленные комнаты. Если такой возможности нет, прямо на крыше машины Руслан разбивает палатку. Село Кинсу славится своими жителями со стойкими характерами. Несмотря на трудности, которые они пережили и продолжают переживать, никто не хочет покидать эти края. Сейчас, когда так и нет воды в домах людей, но есть свет, настроения стали еще более оптимистичнее. Команджи Чебеков вместе с братом и племянником взялись активно строить дом, чтобы было куда привезти невесту. Один день мы сделаем 1000 кирпичей. Вот да, это цель такой. Сколько, интересно, всего надо кирпичей? Примерно 15 000. Ну, это полмесяца поработать и будут кирпичи, да? Да, да.
А это Тускенбе Бюбаева. Женщина приехала жить в эти края, когда муж работал на строительстве дороги неподалеку. Так тут и остались. Мы очень любим свою землю, поэтому не уехали никуда. Жили тут, несмотря на отсутствие света. Как в лесу жизнь проходила, пользовались керосиновой лампой. Сейчас и свет есть, и кино вот привезли. Очень благодарна. Если я отправлюсь на тот свет, я передам эти новости тем людям, кто не дождался, что электричество наконец появилось у нас. Даже кино есть. Я не смогла пойти из-за того, что у меня болячки разные. Свет к ней домой провели одной из последних. Дети сразу привезли холодильник. Это вот, может быть, кажется и смешно, но когда ты всю жизнь живешь в доме, где нет вообще света, от слова совсем, и у тебя свет появляется, и ты можешь блага цивилизации завозить в дом, это, по-моему, прям вот большой кайф. Большой, да? Уже что-то загрузили? Немножко. Необычно, да, наверное? Морозит? По словам местных, в их родном селе еще много не сделанного. В дома надо подвести воду, построить садик, школу, а главное добиться открытия небольшой поликлиники. За все это, как и за свет, скорее всего, тоже придется побороться. Но главное, говорят тут, ясное небо над головой, чтобы никогда не пришлось покидать родные края. Все остальные проблемы можно постепенно решить.